Здравствуйте! Вы на канале Вязаные истории. Меня зовут Юлия. В этом видео мы с вами будем вязать вот такую маленькую очаровательную куколку. Ее рост всего 22 сантиметра. Она у меня идет цельно вязаная. Вывязываются ножки, ввязываются ручки. Из туловища вывязывается голова. И даже вот эти маленькие ушки я тоже сразу вывязывала, без пришивания. Пришиваются только волосы. И вот такие небольшие детальки, как, например, вот этот маленький бантик. Он тоже пришитый. Покручу сейчас вам куколку со всех сторон, как она выглядит. Это первый вариант куколки, и здесь я вывязывала ей трусики. Но мне не нравится, как они смотрятся сзади, поэтому второй вариант я буду полностью вывязывать вот эту часть одним цветом. У меня получится такой комбинезончик с рукавами и с вот такими шортиками. Если вы захотите связать трусики, то напишите мне в комментариях, я подскажу вам, в каких рядах я меняла пряжу. Так, сарафанчик у нее съемный, так же как вот этот бантик на голове. Можно навязать разных бантиков или других аксессуаров и менять их. Носочки вывязаны. Вязала я ее из пряжи Yarnart Jeans. К сожалению, этикеточки у меня никакой нет, ни одной, чтобы вам показать, но думаю, это всем уже известно рукодельницам пряжи. На волосы уходит больше половины мотка, поэтому лучше, если у вас будет в запасе целый моточек. Основного цвета на голову, ручки и вот эти вот маленькие небольшие части ножек уходит совсем немножко. Также примерно расход на кофточку с шортиками. И примерно столько же на сарафан. В общем, всего понемножечку. Расход пряжи на самом деле маленький. Вязала я ее крючком 2 мм. Глазки использовала безопасные. Вот такие они на креплении, 8 мм. И так как у нее тоненькая шейка, я укрепляю ее с помощью вот таких обычных ватных палочек. Дополнительно нам еще понадобится черная тоненькая ниточка, красная тоненькая и белая для оформления личика. И также нам понадобится еще наполнитель. Если в процессе вязания у вас возникнут какие-либо вопросы, обязательно пишите мне об этом в комментариях, я вам на все отвечу. Приятного вязания! Вязать начинаем в первую очередь ручки. Они состоят из двух частей. Одна основная вяжется телесным цветом, и вторая часть это рукавчик, я вяжу цветом персик. Начинаем с основной. Делаем кольцо амигуруми, и в это кольцо набираем 6 столбиков. Третий, четвертый, пятый и шестой. Колечко затягиваем. Дальше мы вяжем следующий ряд 6 прибавок. В каждый столбик предыдущего ряда по 2 столбика. Первая прибавочка. В следующую петлю также вторая прибавка. В следующую третья. И так до конца ряда. В итоге должно получиться 12 столбиков. Далее 4 ряда, 3, 4, 5 и 6 провяжите по 12 столбиков. Вяжем по кругу, без петель подъема, без прибавок и всего прочего. Просто столбики без накида 4 ряда. В 7 ряду нужно провязать 2 столбика убавка 3 раза. Вяжем 1 столбик, второй, и в следующую петлю провязываем убавку. Я вяжу ее, захватывая передние полупетельки. Так она менее заметна. Еще раз вяжем 1 столбик, второй,
и убавку. Захватывая только передние полупетельки. И еще один раз третий. Вяжем первый столбик, второй и убавка. Получилось 9 столбиков. Наполняем нижнюю часть. И дальше с 8 по 21 ряд, получается всего это 14 рядов, вяжем по 9 столбиков. Наполнитель я добавляю только вот в эту нижнюю часть, которую мы связали. Дальше у меня ручка идет пустая. Вот такая деталь получилась. Теперь складываем ее пополам и провязываем 4 столбика, захватывая обе стороны. Первый столбик, второй, третий, и четвертый. Воздушная петля, ниточку вытягиваем, длинный хвостик оставлять не нужно. Мы будем ручку ввязывать. Вот что получилось. Теперь убираем пока эту ручку в сторону и переходим к вязанию рукавчика. Рукавчик вяжется сверху вниз. Сейчас нам нужно с вами набрать цепочку воздушных петель, но оставляем хвостик подлиннее. Он пригодится, будем потом им связывать детали вместе. Прям подлиннее оставляем примерно вот такой хвостик. И теперь набираем 12 воздушных петель. Первая, вторая, третья, четвертая, пятая, шестая, седьмая, восьмая, девятая, 10, 11 и 12 петля. Замыкаем ее в кольцо. Присоединяемся к первой и сразу же вяжем столбик без накида. Получается, вяжем первый ряд по кругу 12 столбиков. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 и 12 столбик. Вот что получилось. Такая деталь. Далее вяжем следующий ряд, второй. Провязываем 3 столбика, прибавка 3 раза. Вяжем мы все без петель подъема по кругу. Первый столбик, второй, третий. Провязываем прибавку. Вяжем так еще 2 раза до конца ряда, 3 столбика прибавка. И в итоге у нас получится 15 столбиков в ряду. Следующий, третий и четвертый ряд провяжите по 15 столбиков. Следующий ряд провязываем пятый, 4 столбика, прибавка 3 раза. Первый столбик, второй, третий,
4 и прибавка. Также вяжем до конца ряда еще 2 раза. Получается у нас уже 18 столбиков в ряду. Следующий ряд 6 провязываем 18 столбиков. Вот что получается. Следующий ряд 7 провязываем 5 столбиков, прибавка, также 3 раза. Первый столбик, второй, третий, четвертый, пятый, прибавка. Довязываем ряд до конца, 5 столбиков, прибавка, еще 2 раза, и 8 ряд вяжем 21 столбик. 9 ряд нужно провязать 6 столбиков, прибавка, 1, 2, 3, 4, 5, 6, прибавка. Также повторяем до конца ряда еще 2 раза. И в итоге у нас получается 24 столбика. Следующий с 10 по 14 ряд, это всего 5 рядов, провяжите по 24 столбика. Провязали. Дальше нам нужно с вами связать таких 2 рукава. На первом, который вот первый вы связали, провязываем еще 4 столбика после 14 ряда. Первый столбик, второй, третий, четвертый. Вяжем соединительный столбик, воздушную петлю и ниточку обрезаем. На втором рукавчике, когда будете вязать, не надо провязывать эти 4 столбика, просто сразу вяжем соединитель. Это для того, чтобы потом, когда мы будем вязывать ручки, вот эти переходы, ступенька на рукаве вот эта, осталась внутри. Ниточку эту прячем нижнюю. Прячу я ее таким образом, с помощью иголочки, проводя эту ниточку между столбиками. Можно еще так провести несколько раз внутри петелек для надежности. И уже обрезаем эту ниточку. Теперь берем ручку, которую связали в начале, и ставим в рукавчик. Получается так, у нас петель, если сложить вместе рукавчик, 6, руки 4. Поэтому мы вяжем сначала воздушную петлю, это как один столбик у нас считается. Дальше вяжем, захватывая. Сейчас мы провязали, захватывая только 2 петли рукава. Теперь захватываем 2 петли рукава и между ними один столбик ручки. Второй провязали. Дальше снова захватывая рукав и ручку вместе. Третий. Еще раз захватываем рукав и ручку. 4 столбик. Еще раз захватываем рукав и ручку. Это уже получается 5 столбик. И 6 столбик мы захватываем только петельки рукава. 2. Соединили детали вместе. Воздушная петля, ниточку вытягиваем. Получается, провязали 1 столбик петли рукава с этой стороны, 1 столбик с этой и 4 столбика вместе с петлями ручки. Все, деталь ручки готова. Вяжем такую вторую. Они вяжутся одинаково, кроме вот этого последнего ряда на рукаве. Связали ручки, дальше вяжем ножки, начинаем с красного цвета.
сделали кольцо амигуруми. В это кольцо мы набираем 6 столбиков. Первый, второй, третий, четвертый, пятый и шестой. Колечко затягиваем. Следующий ряд провязываем второй, 6 прибавок. Первая прибавка, вторая, и так до конца ряда. В общем, должно получиться 12 столбиков. Следующий ряд, третий, провяжите 12 столбиков. Последний, 12, до конца не довязываем, оставляем на крючке 2 петельки, потому что будем делать смену ниточки. Вот так закончили ряд, 2 петли оставили на крючке. Красную нить не обрезаем, просто оставляем ее. Берем ниточку цвета носочка, у меня это персиковый, и присоединяем. Получается, довязываем этот столбик уже другим цветом. Следующие 4 ряда, 4, 5, 6 и 7, провяжите по 12 столбиков. Хвостик вот этот я сразу ввязываю. Красненькая у меня осталась не ввязанная. После ей продолжим еще вязать. Последний столбик в 7 ряду также не довязываем, а переходим к красной ниточке и меняем нить. Персиковую также не обрезаем, оставляем. Теперь мы будем вывязывать пяточку. Красным цветом провязываем 5 столбиков. Первый, второй, третий, четвертый, пятый. Вяжем соединительный столбик в следующую петлю, воздушная петля и поворачиваем вязание. Будем вязать по внутренней стороне. Вяжем со второй петли от крючка. Вот здесь у нас первая. Прям сразу же мы начинаем вязать со второй. Провязываем 4 столбика. Первый, второй, третий и четвертый. В следующую петлю, также красного цвета, которая, мы провязываем соединительный столбик, воздушную петлю и вязание разворачиваем. Вот что получилось. Снова вернулись на лицевую сторону. И дальше от второй петли, со второй петли от крючка, вот первая, мы ее пропустили, начинаем вязать со второй. Провязываем первый столбик, второй, третий, четвертый, но опять до конца его не довязываем, а возвращаем ниточку персикового цвета. Дальше вяжем уже персиковым цветом в столбик, где мы вязали соединительный в первом ряду красного, столбик без накида. Вот, сейчас покажу вам поближе, куда нужно провязать этот столбик. Вот в этот столбик, в основание красного получается, провязываем столбик без накида. Первый, вот ниточку надо потуже оставить. Дальше вяжем уже по
петлям светленьким. Второй, третий, четвертый, пятый, шестой и седьмой. Вот что получилось. Теперь нам нужно с вами также персиковым цветом провязать 12 столбиков. Получается, следующий ряд это будет уже 9. А считать можно сверху. Вот здесь 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Вяжем 9 ряд, 12 столбиков. 7 у нас бежевые и 5 красные. 1, 2, 3, 4, 5. Первый, самый, начинается здесь на красном, где был соединительный столбик. Не пропустите его. Вот этих красненьких должно получиться 5. Тяжело под него попасть. Первый, второй, третий, четвертый, пятый. Вот здесь у нас в уголку столбик. Шестой, седьмой, восьмой, девятый, 10, 11 и 12. Вот что получилось. Вот такая деталь, пяточка. Теперь нам нужно с вами переместить конец ряда на серединку пяточки. Для этого провязываем еще дополнительно 3 столбика. Первый, второй, третий. Извиняюсь, не довязываем до конца. Оставляем. Теперь у нас ряд заканчивается здесь на середине пяточки. Меняем нить на красный цвет. И красным провязываем ряд из 12 столбиков. Первый, второй, 11 и 12 столбик не довязываем до конца, меняем нить на бежевый, персиковый у меня. Такая деталь должна получиться. Можно уже наполнять нижнюю часть. Следующий ряд вяжем. Давайте посчитаем, что у нас получилось. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 рядов. Следующий ряд 11. Провязываем 3 столбика, прибавка 3 раза. Вяжем первый, второй, третий и провязываем прибавку. Один раз так провязали, еще 2 раза 3 столбика прибавка до конца ряда. Получится у нас уже 15 столбиков в ряду. И следующий ряд 12 провяжите 15 столбиков. Последнюю петлю не довязываем, потому что будем менять ниточку на красную. Провязали, меняем нить. Вяжем следующий ряд 13 красным цветом 15 столбиков. В конце ряда меняем ниточку на персиковый.
Следующий 14 и 15 ряд. Вяжем также по 15 столбиков, но уже персиковым цветом. 2 ряда. После того, как провязали, меняем ниточку на красный и персиковый обрезаем. Можно ввязать хвостик. Следующий ряд получается красным. Мы провязываем 15 столбиков. И ниточку персикового цвета сразу ввязываем. Первый столбик, второй, третий. Вот так я ввязала ниточку. Четвертый. Ножку уже обязательно наполняем, потому что дальше это будет делать сложнее. Пятый, шестой, 14 и 15. 15 столбик до конца не довязываем. Оставляем 2 петельки на крючке. Берем нить основного цвета. У меня это вот такой бежевый. Ну, вот мы вязали ручки с вами. Там было видно. И теперь красную ниточку мы не обрезаем, а выводим вперед. Так и оставьте ее спереди. Не обрезанную, она еще пригодится. Довязываем столбик ниточкой основного цвета. И следующий ряд нам нужно будет провязать за задние полупетельки. Получается, столбик у нас делится на передние и на задние. Передние мы оставляем, вяжем только за задние полупетли. Вот что получается. Косичка такая спереди. Не косичка, а дорожка из передних полупетелек остается. Провязываем 15 столбиков. Вот что получилось. Дальше можно сразу же вернуться к красному цвету. Присоединяемся к первой полупетельке. Получается в начале ряда или в конце. Ну вот, полупетля за ниточкой. Ниточку вытягиваем, воздушная петля. И дальше провязываем соединительными столбиками оставшиеся передние полупетли. Первая, вторая, третья, четвертая, пятая, шестая, седьмая, восьмая полупетля уже обвязанная, девятая, десятая, 11, 12, 13, 14 и 15. Там же, где мы делали первую воздушную петлю. Теперь присоединяемся в первую, где была воздушная петля. Вяжем соединительный столбик, воздушную петлю и ниточку обрезаем. Чуть-чуть подлиннее, чтобы можно было легко потом спрятать хвостик. Все, вытягиваем ниточку. Носочек готов. Следующий ряд 18 и 19 нам нужно провязать по 15 столбиков уже бежевым цветом. Первый, второй, третий, четвертый. Вот что получилось.
Сейчас я наполню ножку, и в следующем ряду будем вывязывать коленочку. Сейчас мы провязали 19 рядов, в 20 ряду будем вывязывать коленочку. Здесь нам, получается, нужно будет провязать спереди ровно посередине 4 прибавки и сзади также ровно по отношению к пяточке 3 убавки. Поэтому выравниваем окончание ряда. Нам нужно провязать дополнительно столбики. Я провязываю 3 петли. Первая, вторая, третья. Можно поставить вместо маркера вот эту ниточку, чтобы потом видеть, где заканчивается ряд. А теперь рассказываю вам сразу схему. Сейчас нам нужно провязать 3 столбика, 4 прибавки, первая, вторая, третья, четвертая, как раз приходится на серединку. Дальше вяжем 2 столбика и 3 убавки. Поэтому посчитайте, может быть, здесь вам нужно вперед провязать 2 столбика или наоборот 4. Главное, чтобы вот эти 4 прибавки находились ровно посерединке. Вяжем 20 ряд. 3 столбика без накида. Первый, второй, третий. Дальше вяжем подряд 4 прибавки. Первая, вторая, третья, четвертая. Вот, проверили посерединке. Дальше мы вяжем 2 столбика. Первый, второй, получается сбоку ножки. И вяжем подряд 3 убавки за передние полупетельки. Первая убавочка, вторая, третья. Ряд готов. Должно получиться 16 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Все правильно. Следующий ряд вяжем 21. В этом ряду делаем все наоборот. Получается, где были прибавки, там убавки. В общем, вяжем 3 столбика. Первый, второй, третий. Теперь на месте 4 прибавок нам нужно провязать 4 убавки за передние полупетельки также. Первая, вторая убавка, третья, четвертая. 2 столбика сбоку ножки. Первый, второй. И на месте 3 убавок вяжем 3 прибавки. Первая, вторая прибавка и третья. Провязали этот ряд, получилось 15 столбиков. Посчитаем.
Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, 11, 12, 13, 14, 15. Все верно. Следующий ряд, 22. Провяжите 15 столбиков. Провязали. Дальше продолжаем вязать 23 ряд. Вяжем 1 столбик без накида. Прибавка. Прибавки находятся по бокам. Дальше провязываем 6 столбиков. Первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой. Снова провязываем прибавку. И довязываем до конца ряда 6 столбиков. Первый, второй, третий, четвертый, пятый и шестой. Получилось 17 столбиков. Следующий 24, 25 и 26, всего 3 ряда, провяжите по 17 столбиков. Провязали. Дальше вяжем 27 ряд. Провязываем 1 столбик. В следующую петлю прибавка. Далее провязываем 8 столбиков по передней части ножки. Третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой. Дальше провязываем прибавку. И довязываем до конца ряда оставшиеся 6 столбиков. Первый, второй, третий, четвертый, пятый и шестой. Последний 6 столбик мы оставляем недовязанным. Присоединяем ниточку цвета персик. Коричневую, вот эту бежевую, которая у нас основная, можно ее обрезать, она уже не понадобится нам в этой детали. И дальше мы вяжем 3 ряда по 19 столбиков. Первый ряд мы провязываем за обе стеночки, как обычно. Второй ряд мы провязываем за заднюю стеночку петель, для того, чтобы оставить переднюю на обвязку. И третий ряд уже провязываем полностью за обе стеночки. Сейчас я провяжу один ряд. Покажу, как вязать второй. Вот провязали 28 ряд. Следующий 29. Оставляем передние полупетельки. Вяжем также 19 столбиков, только за заднюю полупетлю. Довязываем так ряд. И третий уже вяжем за обе стеночки. Довязали, и теперь нам нужно с вами определить, где будет заканчиваться вязание. Ножку, которую вы связали первую, складываем пополам и смотрим, сколько столбиков нужно убрать для того, чтобы вязание заканчивалось вот с этой стороны. Получается у меня 1, 2, 3, 4, 5. Так. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 столбиков в 30 ряду я не довязываю. Это на первой ножке, которую связали в первую очередь. Провязываем соединительный столбик
воздушную петлю и ниточку обрезаем. Вот так это должно выглядеть. Ножку, которую вяжете по очереди, вторую. Здесь же наоборот, нам нужно также сложить ее, но провязать так, чтобы она заканчивалась не с этой стороны, а уже с другой. Значит, довязываем дополнительно еще столбики. Сейчас я довяжу те, что распустила для примера, показать вам. Так, вот закончился 30 ряд. Складываем ножку пополам и смотрим. То есть на второй ножке мне необходимо довязать 3 столбика. Первый, второй, третий. Сложили ножку, смотрим. Можно еще один. Давайте довяжем 4 столбика. Вы регулируете, смотрите, сколько вам нужно будет. Все, теперь как раз серединка. На первой не довязываем ту, что связали первую. На второй провязываем еще дополнительные столбики. Вот так должно получиться. Обвязку делаем точно так же, как внизу я показала на носочке, на гольфике. Вторую уже обвязать можно после, потому что ниточка сейчас у нас будет в работе, она нам будет нужна. Или можно вытащить из середины клубочка. Все, ножки связали, ручки связали. Получается 2 такие основные детальки. Вяжем дальше туловище, но будем вязать уже во второй части. Ссылочку на вторую часть вы найдете в описании под этим видео.